Всем привет, добро пожаловать на вечерний видеоподкаст. Значит так, сначала коротко смотрим информацию об этом Mac, потому что много сообщений. Не планирую сегодня снимать большое видео. Mac Mini M2, операционная система macOS 27, седьмая версия для разработчиков. Систему накатил без каких-либо проблем, уверен, что вы смотрели мой предыдущий видеоподкаст. Сама операционная система работает достойно. Никаких таких крутых зависаний, честно говоря, я не обнаружил. Единственное, что я сделал, я решил сравнить, сколько оперативной памяти она жрет, но если сравнивать, скажем, с другой операционной системой macOS 14. Потому что именно на этом компьютере Mac Mini с чипом M2 у меня еще установлена операционная система macOS 14. Обратите, пожалуйста, внимание. Это macOS 14, а вот это седьмая версия для разработчиков. Я скриншот сделал буквально пару минут тому назад. Итак, когда операционная система бездействует, когда, как говорится, на панели док ничего не включено, когда я запустил мониторинг системы, дальше нужно подождать там минуты 3, 4, 5, чтобы и процессор успокоился, и оперативная память, и так далее. Первое, что я могу сказать, когда операционная система macOS 14 бездействует, примерно 4 гигабайта оперативной памяти. Это важная информация, если у вас всего, как у меня, 8 гигабайт. Если 16, конечно, это не совсем важная информация, но для меня это очень важно. Итак, macOS 14 примерно 4 гигабайта оперативной памяти, файл подкачки, разумеется, не работает. А вот у нас операционная система macOS 27. Седьмая версия для разработчиков. 4,5. И иногда работает файл подкачки. По какой-то непонятной причине, когда я повторяю, операционная система бездействует. Так что при всем уважении macOS 27, мы это прекрасно знали, но тем не менее, лучше, как говорится, убедиться, насколько больше она потребляет оперативной памяти. Так вот, macOS 27 действительно потребляет примерно на 600 метров, как вы считаете. Больше оперативной памяти и иногда работает файл подкачки. Хотя, с другой стороны, я ведь прекрасно знаю, вот эти данные, они только соответствуют моему компьютеру Mac Mini с чипом M2. А если вы сделаете такие же тесты сравнения на другом компьютере Apple, я вполне допускаю, что там могут быть абсолютно другие значения. Все-таки операционная система macOS любит оперативную память. И даже если у вас 16, она зараза заберет все 16. И даже если у вас 24, она тоже вполне, как говорится, заберет и не подавится все 24 гигабайта оперативной памяти. Далее. Я посмотрел на форумах, что пишет народ. Вот в качестве примера. Некоторые почему-то ругаются, потому что плохо работает Mission Control, если у вас M3 Air. Но я прекрасно понимаю, что, возможно, эта проблема касается только M3 Air. А вот другие, допустим, компьютеры работают великолепно. Конечно, я могу сейчас что-нибудь запустить. Календарь, напоминания, заметки. Вот, пожалуйста, Mission Control. Конечно, я свои видеоподкасты монтирую в 30 кадров, но у меня работает все довольно плавно. Так что macOS 27, седьмая версия для разработчиков, я скажу так, работает достойно. Первая часть, разумеется, видеоподкаста у нас завершена. Ну а если вы заинтересовались операционной системой от компании Apple или раздумываете над покупкой дорогого компьютера Mac, и хотите сначала потестить эту для себя новую операционную систему, скажем, помонтировать видео в Final Cut, то добро пожаловать на мой новый канал. Ссылочка будет внизу каждого видеоподкаста. Переходите, пожалуйста, подписывайтесь, эксклюзивные видеоподкасты. Приятного просмотра. А теперь давайте не спеша вместе разбираться, потому что я пока абсолютно не обладаю какой-нибудь стопроцентной информацией. На это нужно время. Вот мы с вами вместе откроем веб-браузер, переходим на сайт компании Apple.
22 сентября уже уважаемые господа, ну кто живет, разумеется, в других странах, без проблем могут отправиться в магазин Apple и купить соответствующие девайсы. Очень интересно. Нажимаем «Продолжить». Мы не будем читать сейчас здесь всю информацию, иначе видео будет на целый час. Я прекрасно понимаю, кому это интересно, тот сам не спеша почитает. А я, разумеется, буду следить за этой темой, потому что сейчас никакой информации стопроцентной нету. И даже предварительных тестов нет. Есть информация, которая дана здесь на сайте. Но при всем уважении, доверять компании Apple – это, знаете, последнее дело. То, что она пишет в 4.8, круче по сравнению с M4, или, допустим, здесь круче. Знаете, это нужно все проверять и перепроверять. Но понятно, что данные чипы, конечно, они очень хорошие, производительные. Это основные конкуренты темы Hackintosh. Да, это действительно основные конкуренты темы Hackintosh. Тут, как говорится, не поспоришь. Кстати, я вот собрал соответствующую информацию в интернете буквально за пару минут до данного видеоподкаста. Ну да, базовая комплектация М6, 12 ядер. М5 есть версия Pro, 18 ядер. Понятно, что Wi-Fi 7, понятно, что поддержка Thunderbolt и так далее. Минимальная цена $900, но мы-то прекрасно понимаем, да, можно купить в минимальной комплектации за $900, но это за границей. Какая будет цена в России? А тут я, как говорится, готов поспорить. В 2-3 раза вполне может быть больше. Вполне. Сколько тут? $900? Где у нас тут с вами калькулятор? Я зашел на некоторые магазины. Пока информации нету, даже от самых злостных перекупов. Вот смотрите, пожалуйста. $900. Давайте нажмем «Умножить». Какой сейчас курс бакса? 80 с копейками? Ну давайте сделаем 100. Черт с ним. Сделаем 100. Хотя, конечно, не дай бог. Ну ладно, 100. 90 тысяч. Он не будет продаваться в России за 90 тысяч. Иначе его все раскупят. Нет. За какую цену он будет продаваться? Знаете, я готов сделать прогноз. Где-то средняя цена будет 200 тысяч за минимальную комплектацию. Потому что если сейчас зайти на некоторые магазины, опять же не буду показывать магазины, чтобы не была какая-нибудь реклама, то Mac Mini с чипом M4 в базовой комплектации стоит примерно, ну в хорошем магазине, там где чек, гарантия, я не имею в виду перекупы или маркетплейсы, где вы кота в мешке покупаете, а нормальный магазин, где пришел, в хороший магазин, который специализируется на продаже техники Apple, вот, как говорится, чек, гарантия и так далее, год. Так вот, М4, по-моему, в районе 90-98 тысяч. Вот и считайте. Значит, М6, это минимальная комплектация, где-то около 200 тысяч. Он, возможно, будет стоить. И такая, скорее всего, будет цена в первые полгода, а может быть в первый год. Если есть деньги, конечно, народ купит, но я думаю, что при всем уважении немногие будут покупать, знаете. Особенно, если вас устраивает стабильно работающий компьютер Hackintosh, и если вы собрали компьютер Hackintosh для домашнего какого-нибудь там видеомонтажа. Да я даже больше скажу. У кого Mac Mini M4, не побегут они завтра их продавать. Не упадет цена на вторичном рынке на компьютере Mac Mini с чипом M4. Хотя если упадет, это было бы хорошо. Да, это было бы хорошо. Можно было прикупить, потому что, не знаю, как для вас, а вот для меня производительность компьютера Mac Mini с чипом M2 вполне хватает за уши. А если бы мне удалось на вторичном рынке где-нибудь за сороковник, за полтос прикупить бэушный Mac Mini с чипом M4, я бы, наверное, сказал: все, стоп, game over. На ближайшие 3-4 года меня абсолютно железо не интересует. Ну а эти компьютеры, конечно, более производительные.
Причем, знаете, самая какая главная фишка здесь добавлена, если я правильно понимаю информацию? Дело в том, что здесь впервые в графическое ядро встроены нейроускорители. А это очень серьезно. Это очень серьезно, и недаром компания Apple здесь заявляет, что если запустить киберпанк, то почти что в 2 раза будет быстрее, чем на Mac Mini M4. Это базовая комплектация M6. А тут есть еще более навороченные, потому что минимальная комплектация с чипом M6, вот она и стоит $900. А дальше еще есть M5 Pro, насколько я понимаю, и даже есть M5, если я не ошибаюсь, Max. Но это вообще, как говорится, судя по производительности, космос. Кстати, а мы сейчас с вами давайте посмотрим. Так что можете почитать эту информацию, но пока все, что мы с вами сейчас здесь наблюдаем, это реклама. Это реклама от компании Apple. И еще что я хочу сказать. Не доверяйте информации в первый месяц. Ни в коем случае не доверяйте. Потому что как только они появятся, самые первые будут рекламировать данные девайсы за деньги, и вы прекрасно понимаете, кто будет платить эти деньги. Это будут дутые обзоры. То же самое, когда впервые вышел MacBook Neo, и когда говорили: смотрите, киберпанк летает. Но нифига себе, MacBook Neo летает киберпанк. Прошло полгода, народ успокоился, далее начали выходить другие видеоподкасты от других видеоблогеров, и уже не так, как говорится, все так супер и круто. Так что не доверяйте, как я сказал, первым видеоподкастам. А если мы сейчас нажмем вот сюда, надеюсь, что проблем не будет с интернетом, нет. Вот, пожалуйста, и посмотрите, что здесь есть. M6, M5 Pro, минимальная комплектация 16 гигабайт, 24, 32, пожалуйста. Ух ты, 48, 64, даже нажимать не хочу. Даже страшно посмотреть, сколько это будет стоить, не то что в Америке, а у нас в России со всеми этими перекупами, наценками и так далее. Девайсы хорошие. И я готов поспорить, что производительность будет тоже хорошая. Но это очень дорогая машина. Это действительно будет очень дорогая машина. И я даже допускаю, что, возможно, не каждому она и пригодится. Вот и все, что я хотел вам рассказать в этом видеоподкасте. Разумеется, я буду следить за этим. Торопиться нам некуда. Разумеется, посмотрим тесты от уважаемых видеоблогеров, которые будут покупать данный девайс после 22 сентября. Знаете, чего я опасаюсь? Я опасаюсь только одного. Учитывая то, что компания Apple представила чип M6 и различные разновидности M5, как бы она ни сделала так, что операционная система macOS 27 будет летать только вот на этих топовых чипах. Есть у меня такое подозрение, любит компания Apple, скажем так, немножко подтормаживать свои старые девайсы. Да, такое опасение, конечно, у меня есть. Все, видеоподкаст завершен, спасибо за внимание. Если есть желание, если вы располагаете большей информацией, чем я, пожалуйста, черканите коммент. Да, девайсы хорошие. Цена, конечно, для мирового рынка. Ну, хорошая цена. Врать не буду. Производительность тоже будет хорошая. Тоже врать не буду. Кстати, вот что я хочу проверить. А ну-ка, давайте-ка, пожалуйста, зайдем на сайт Geekbench. Вдруг какие-нибудь тесты уже есть? Ну, на всякий случай. Давайте посмотрим технологию Metal. Здесь только есть M5 Max. Ух ты, какой космос. Но пока впереди планеты всей видеокарта 6900, хотя сколько она стоит, я даже и говорить не хочу. А где у нас производительность 6800? Интересно, где-то примерно вот здесь. 6800. Ну, такой компьютер Hackintosh тоже будет стоить космос.
просто космос. Знаете, при всем уважении, вот что опять же я хочу сказать. Если человеку винда будет абсолютно не нужна, то с выпуском данных компьютеров Mac Mini Hackintosh проиграет во всем. Вот я говорю честно, обманывать не буду, но с другой стороны, я уверен, что 90% не будут отказываться никогда от винды ради игр, и я вхожу в эти 90, это первое. И второе, да не у каждого есть столько денег. Не готовы мы платить где-нибудь по 150, по 200 тысяч за базовую комплектацию Mac Mini. Еще раз всем спасибо, кто смотрел этот видеоподкаст. Если есть дополнительные вопросы, пишите в личку. Если есть свое особое мнение, пожалуйста, пишите комментарий. Всем удачи и пока. Мира всем.